Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о золотом городе Джейсалмер. Джейсалмер расположен на самом западе штата Раджастан, в пустыне Тар, раскинувшейся на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана, на территории 850 километров в длину и 485 километров в ширину. Крепость Джейсалмер входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в составе группы форты Раджастана, включающие в себя такие яркие образцы древней фортификации, как Читаргар, Амбар, Кумбалгарх и Рантмабор, о которых смотрите в моих следующих видео. Джейсалмер основал в 1156 году Раджа Джайсал из раджпутского клана Бхати, перенеся сюда столицу из менее защищенного города Ладхурва, который расположен в 16 километрах к западу от Джейсалмера. Джейсалмер называют также «золотым городом», так как дома, построенные из местной разновидности желтого песчаника, сияют золотом в вечернем свете. Джейсалмер располагался на пути торговых караванов из Индии в Египет, Аравию, Персию и Европу, что способствовало процветанию города. Покровительство великих моголов Раджа Джейсалмера способствовало стабильности в княжестве и привлекло в город купеческие семьи. Город Джейсалмер получил наибольшую известность и славу в XVI-XVII веках во время господства династии великих моголов, знаменитых монархов, ведущих свои родословные от Чингисхана и Тамерлана. Они руководили на большей части всей Северной Индии еще с начала XVI века, вплоть до середины XVIII века, когда страна была завоевана британскими колонизаторами. Оставшиеся монументы датируются еще теми временами. История города Джейсалмера проглядывается в каждом камне его удивительных памятников. Даже Дели, многовековая столица бесчисленного количества королей и императоров, не может блеснуть столь щедрыми архитектурными и культурным богатством, которое осталось в Джейсалмере от золотого века великих моголов. Достопримечательности Джейсалмера. Форт на горе Трикута. Начал в 1156 году Раджа Джайсал, а закончилось строительство только при приходе на престол Шах-Джахана. 92 бастиона из 99 построены в 1633-1647 годах. Высота крепостных стен, защищающих старый город с узкими извилистыми улочками, составляет 9,1 метр. Дворцы правителей Джейсалмера располагаются на вершине холма за главным входом. Использовавшаяся поначалу только для военных нужд, крепость медленно стала дворцом. За высокими крепостными стенами, длиной около 2,5 километра и шириной 10 метров, стоят изумительные сады, залы, колоннады и террасы. Высокие колонны арок, расположенные во дворе крепости, помогают держаться каменным навесом. Это как бы городок в городе, в середине которого находится прекрасная мраморная мечеть. Благодаря ее ровным пропорциям и грациозности она была названа Моди-Масджид, то есть жемчужная мечеть. В форт можно зайти через два главных высоких входа на юге и на западе. На востоке есть личные собственные императорские врата. В форте надолго поселились три великих могола – Акбар, Шах-Джахан и Джахангир. И все они внесли свои изменения в архитектуру этого города. К числу самых замечательных сооружений форта относятся такие, как дворец Джахангири-Махал, Хас-Махал с находящимся неподалеку от него виноградником, который назван Ангури-Бах, и усланный орнаментом и бассейном, названный Шиша-Махал, крепость Мусамам-Бурдж, Диван-и-Кхас, зал разнообразных аудиенций, Мачхи-Бхаван, дворец с аквариумами, Диван-и-Ам, зал публичных аудиенций. В форт можно войти по мощенной дороге через 4 последовательно расположенных ворот – Акхай-Пол, Сурадж-Пол, Ганеша-Пол и Хава-Пол. У вторых ворот стоит колодец смерти, куда в былые времена сбрасывали предателей и преступников.
Пятиэтажная башта Тазия с крышей в бенгальском стиле располагается справа от ворот Сурадж-Пул. Ее построили в середине 20 века мусульмане-шииты, городские мастера резьбы по камню, в качестве дара Махаравалу Джайсалмера. Башня составляет часть дворца Бадал, где до сих пор живут наследники правителей Джайсалмера. Четвертые ворота Хава-Пул ведут к площади Дусера-Чаук. На ней прежде собирали войска, устраивали парады, праздники и жертвоприношения. В тяжелые дни обороны крепости жены ее защитников вместе с детьми совершали здесь коллективные самоубийства Джаухар, чтобы не попасть в плен. Семиэтажный дворцовый комплекс строили многие поколения правителей Джайсалмера, поэтому он представляет собой ряд примыкающих друг к другу или отделенных друг от друга узкими улочками, но связанных при этом переходами зданий. Центральный комплекс дворца включает в себя выходящий на площадь Дусера дворец Гадж-Вилас. Перед ним на площади находится колодец и святилище княжеской семьи. Слева к Гадж-Махалу примыкает дворец Сарватам-Вилас, построенный Махаравалом Акхай-Сингом. Он правил с 1722 по 1762 год. Интерьер украшен голубой плиткой и стеклянной мозаикой. Также заслуживает внимания расположенный справа от Гадж-Махала галерея Накар-Кхана, в переводе «галерея барабанщиков», а также богато украшенный фресками Ранг-Махал, который был построен при Мулрадже II. Он правил с 1762 по 1820 год. Центральный комплекс дворцов соединен переходами с жемчужным дворцом Моти-Махал слева и дворцом Рани справа. Дворец Рани состоит из трех частей: Зенана-Махал в центре, Джуна-Махал справа и Мардана. Часть дворцового комплекса занимает музей. На территории форта находится святилище бога солнца Сурьи, Лакшми, Ганеши, Вишну и Шивы, но наиболее интересны джайнистские храмы. Комплекс, являющийся достопримечательностью Индии, состоит из 7 джайнистских храмов, построенных в 15-16 веках из местного желтого песчаника. Самый впечатляющий храм 23-го Тритрандхара Паршванатха. Войти в него можно через ворота Тарана, украшенные прекрасной резьбой. Рядом расположен храм 8-го Тритрандхара Чандрапхраби. В святилище установлены изображающие его 4 статуи, а снаружи фигуры других Тритрандхаров. В храме 1-го Тритрандхара Ришабхи примечательны прекрасные скульптуры и изображения небесных дев Акспар на колоннах. В склепе под храмом 3-го Тритрандхара Самбхавнатха в Джиян-Бхандаре хранятся джайнистские рукописи, картины и астрологические диаграммы. Стоит также осмотреть маленький храм 10-го Тритрандхара Шиталанатха, двухэтажные храмы 16-го Тритрандхара Шантинатха и 17-го Тритрандхара Кунтунанатха. Чтобы обойти все храмы и полюбоваться всеми достопримечательностями города Джайсалмер, не хватит и недели. Но побывав здесь, вы навсегда сохраните в сердце эту красоту и великолепие истории. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и интересные видео. Спасибо за просмотр!